Привет, друзья! Что ж, начнем. Бангладеш, государство в Южной Азии, теперь располагает первой системой метрополитена в стране. Ее открыли 28 декабря 2022 года в столице, в Дакке. Первая фаза длиной почти 12 километров, включает в себя 9 станций. Линия полностью надземная, обособленная. Финансирование строительства, которое длилось 6 лет, на 75% обеспечило японское правительственное учреждение, содействующее развивающимся странам. Оно предоставило свыше $2 миллиардов. Дальнейшее развитие до 2030 года предполагает сооружение еще 5 линий, а также продление существующей, например, к международному аэропорту. Дакка – это город с населением свыше 20 миллионов человек, и транспортная система испытывает колоссальные трудности из-за пробок. Общественный транспорт в основном представлен рикшами и небольшими маршрутками. Поэтому развитие магистрального транспорта необходимо. И платформы станций метро, кстати, уже построены с расчетом на увеличение составности поездов и, следовательно, пассажиропотока. Власти Германии летом прошлого года приняли весьма специфические меры в условиях инфляции и роста потребительских расходов граждан. С 1 июня до конца лета был введен 9-Euro-Ticket. Весь общественный транспорт в Германии, за исключением скоростных поездов, можно было использовать за 9 евро в месяц любому желающему. Нововведение оказалось очень популярным. С момента старта продаж билетов в конце мая по начало августа по всей Германии было продано свыше 38 миллионов таких билетов. Востребованность общественного транспорта в городах резко выросла. Работа над аналогом данного билета велась после окончания летнего сезона. И, наконец-то, после сбора множества данных, проведения исследований и корректировок, власти представили Deutschland Ticket с месячной стоимостью 49 евро. Если оставшиеся необходимые операции по внедрению билета пройдут без особых затруднений, то билет для всей Германии введут в оборот уже 1 апреля текущего года. Он будет действовать как подписка, принадлежащая конкретному лицу без права использования иными гражданами. В российском Калининграде мэрия задумалась об отмене троллейбусов. Это уже не первая подобная новость за последние годы. Недавно власти просили государство о федеральном финансировании в размере до 18 миллиардов рублей для развития трамвайной и троллейбусной сети. Чиновники признали упадок электротранспорта в городе. Такая сумма нужна им для модернизации подстанций и обновления инфраструктуры. Также говорилось о намерениях закупить троллейбусы с аккумуляторами для автономного хода. В условиях отсутствия финансирования относительно трамвая власти все же сделали первый шаг. Закупили новые трамваи, а в декабре прошлого года, после нескольких переносов сроков запуска, все же заново открыли маршрут трамвая номер 3. Теперь в Калининграде 2 трамвайных маршрута. Это, конечно, не сравнится с уровнем развития данной системы еще 30 лет назад, однако, к сожалению, реальность такова. Но стоит отметить, что из-за спешки, вследствие отсутствия должной организации движения, в городе после запуска маршрута номер 3 возник коллапс. Трамвай в Калининграде требует существенных вложений. Троллейбус, находящийся в аналогичном положении, уже который год остается без внимания властей. И когда я увидел новость о планах по закрытию троллейбуса, сперва подумал, что власти хотят отдать приоритет трамвайному развитию. Хотя даже без него трамвай почему-то мэр города уже называет скоростным. Но нет, речь идет о замене троллейбусов электробусами. Эти сказки про электробусы и раньше-то можно было слушать только с нервной улыбкой на лице, а теперь, учитывая как минимум 2-кратное подорожание электробусов на фоне санкций и международной изоляции России, закупка электробусов будет безумно дорогим и необдуманным решением. Итальянская коммуна Кьети испытывает серьезные проблемы с троллейбусной системой. Электротранспорт в городе необходим, чтобы преодолевать значительные перепады высот данного населенного пункта региона Абруццо в центральной Италии. Однако недавно провалом закончился тендер на строительство новых троллейбусных линий. Они обозначены на карте красным цветом. На аукцион никто не заявился, да и заявочный процесс составил всего 10 дней, что невероятно мало. А теперь власти и вовсе отменили финансирование для данного проекта, который был заложен в бюджет еще в 2016 году. Информации про троллейбус в Кьети сейчас крайне мало. Известно, что система балансировала на грани закрытия в начале 2010-х, однако поступление 5 новых троллейбусов ее все же спасло. Нынешняя карта троллейбусной системы выглядит вот так.
Примечательно, что построенная в нынешнем десятилетии линия до Сан-Мартино, по некоторым данным, не используется из-за технологических просчетов. Существует еще и некое новое троллейбусное депо, которое опять же вследствие просчетов так и не подключили к сети. Ситуация усугубляется также и проблемами с автобусным транспортом в Кьете. Профсоюзы работников транспорта недавно вступили в противостояние с властями из-за ужасных условий труда, а чиновники в свою очередь обвиняют водителей в задержках в работе общественного транспорта. Увы, но проблемы с организацией новых линий электротранспорта для некоторых итальянских городов – больная тема. Например, недавно стало известно, что полностью новая троллейбусная система в другом городе региона Абруццо, в Пескаре, стала объектом внимания судебных инстанций из-за трудностей, возникших при строительстве. Подобные бюрократические проблемы в Италии сохраняются, к сожалению, далеко не первый год. На этом у меня все. Большое спасибо за просмотр. Я прошу вас также оценить данное видео, а также оставить комментарий. Особо приветствуются отзывы о данном видео, а также предложения по улучшению контента канала. Особая благодарность всем, кто подписался на группу канала ВКонтакте или на телеграм-чат канала. Все ссылки в описании. До скорых встреч, всем удачи и мирного неба над головой.